Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить холодец. Это, наверное, одна из самых традиционных и популярных холодных закусок, особенно раньше. Сколько я себя помню, мы всегда готовили на новогодний стол, на рождественский стол вот такой замечательный холодец. Сегодня я хочу предложить вам холодец из петуха, без желатина. Он получается очень красивый, вкусный, такой прозрачный. И, конечно, его можно украсить по своему вкусу и красиво подать к праздничному столу. Холодец из петуха застывает очень быстро. У меня, например, в холодильнике он застыл буквально за 3 часа. Холодец получается невероятно вкусный. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Для приготовления холодца я купила вот такого красивого петуха. Его вес примерно 2,5 килограмма. И также мне понадобятся куриные лапки. Они нужны для того, чтобы холодец хорошо застыл. У петуха отрезаю голову. Также обязательно надо срезать сальные железы. И теперь саму тушку разрезаю на 4 части. Все части петуха хорошо промываем под проточной водой. Обязательно удаляем здесь внутри легкие. Сальные железы выбрасываем. Голову оставляем. Подготовленное промытое мясо перекладываю в большую кастрюлю. Также дополнительно я посрезала, где возможно жир. Он не нужен. Также в кастрюлю я выкладываю уже очищенные помытые ножки. И все заливаю просто холодной водой и оставлю примерно на полчаса. Прошло полчаса, эту воду сливаем, мясо снова промываем. Сейчас мясо уже полностью подготовлено к процессу приготовления. На дно кастрюли выкладываю куриные лапы, сверху мясо петуха. Ставлю кастрюлю на плиту, заливаю в нее чистую холодную воду. Вода должна покрыть мясо примерно на 1,5-2 сантиметра. Берите воды из расчета на 1 килограмм мяса около 1,5 литра воды. Закрываю кастрюлю крышкой и доведу все до кипения. Бульон начинает закипать, и здесь образовывается довольно много пены. Всю эту пену надо хорошо снять. У меня петух такой домашний, жирный. Вот этот жир я также убираю. Чтобы холодец был красивым, он должен быть прозрачным. Поэтому готовить его надо на очень маленьком огне. Когда бульон закипел, я делаю огонь тише. Сейчас в бульон с петухом я никакие специи и овощи не добавляю. Буду их добавлять позже. Только сейчас добавлю примерно половину от всей соли, которую я буду использовать, чтобы не пересолить бульон, так как он будет увариваться. Добавляю примерно 1 чайную ложку соли. Я сделала огонь минимальный. У меня бульон еле-еле кипит. Кастрюлю прикрываю крышкой и варю все примерно 3 часа. Именно вот на таком небольшом огне, чтобы петух как бы там томился. У меня прошло примерно 3 часа. Сейчас я в бульон добавляю 2 морковки и 1 луковицу. Причем я не очищаю полностью с нее шелуху. Сняла только верхнюю и хорошо помыла. И также обрезала корешок. Добавляю в бульон 2 небольших лавровых листа, перец горошком и душистый перец. Бульон надо досолить. По вкусу бульон должен быть такой, как будто чуть-чуть пересоленный. Прикрываю неплотно кастрюлю крышкой и буду варить все еще 1 час. Кастрюлю я сняла с плиты. Сейчас аккуратно я буду доставать мясо и также все овощи. Посмотрите, насколько петух уже разварился, просто нежнейший. Овощи я переложу на отдельную тарелку. Мне понадобится морковь для украшения. Луковицу выбрасываю. Голову петуха тоже выбрасываю. Наверняка найдутся любители куриных лапок. Кстати, в азиатской кухне очень много есть разных блюд с куриными лапками. Очень люблю куриные лапки в карамельном соусе. У меня сверху на бульоне есть жир. Я его аккуратно снимаю в тарелку. И теперь добавлю в бульон 2 зубчика чеснока. Натру их на мелкой терке. Бульон пропитается ароматами чеснока. Чеснок потом
не будет попадаться в готовом блюде, так как мы все будем процеживать через сито. Оставляю таким образом бульон постоять минут 15-20, чтобы все осело. Подготовлю украшения из моркови. У меня есть вот такие формочки, при помощи которых я вырежу цветочки. Это у меня морковь, которая варилась в бульоне. Если нет таких формочек, можно просто вырезать бороздки в моркови и затем ее нарезать. Подготавливаем мясо. Освобождаем его от косточек. Я перебираю все руками, чтобы нигде не попались косточки. Кусочки мяса не должны быть слишком большими, но делайте по своему вкусу, как вам больше нравится. В готовое блюдо я также не буду добавлять кожу. И всякие там хрящики тоже убираю. Подавать холодец можно по-разному. Я сегодня покажу два способа подачи. Буду подготавливать холодец вот в таких пиалках и также в такой большой тарелке. Главное, чтобы она достаточно была глубокой. На дно каждой пиалки я выкладываю цветочек из моркови. Также я буду использовать горошек. Это у меня свежезамороженный горошек. Я его отварила. На мой взгляд, он выглядит ярче, чем горошек консервированный. Выкладываю горошинки в пиалку и также разбрасываю немного кукурузки. Вообще можно для украшения использовать любые овощи, какие вы хотите, как вам нравится. Любую зелень. Главное, располагайте все это очень аккуратно. Пиалки потом будем переворачивать и холодец доставать из них. Поэтому дно получится именно украшением холодца. И также выкладываю веточки петрушки лицевой стороной вниз. Сверху выкладываю мясо. Я беру сито, выкладываю в него бумажную салфетку и через эту бумажную салфетку буду наливать в пиалки бульон. Только постарайтесь его черпаком набирать очень аккуратно, чтобы не вскаламутить. Бульон такой прозрачный, пахнет великолепно. Наливая бульон таким образом, вы убираете лишний жир и любые волокна, которые вы не хотите, чтобы они попали в холодец. И он будет очень прозрачным. Периодически салфетку можно менять. Важно, чтобы мясо было полностью покрыто бульоном. Холодец в порционных пиалках отправляю в холодильник. Поставила разогреваться сковородку, наливаю совсем немного растительного масла. И даже излишки масла я уберу салфеткой. Я хочу сделать одно небольшое украшение. Это такой цветок из омлета. Разболтаю яйцо. И чтобы получился однородный желтый цвет, пропущу яйцо через сито. Выливаю яйцо на умеренно разогретую сковородку. Обжариваю буквально совсем немного. Яйцо не должно поменять свой цвет, чтобы оно осталось желтым. Посмотрите, омлет остается светлым с двух сторон. Я его складываю стороной, которая была обжарена, внутрь. Делаю надрезы на расстоянии друг от друга, примерно 5 мм. Надрезы я делаю слегка наискосок. Обрезаю края, которые я не прорезала, и все сворачиваю. Получается вот такой цветок. Подвязываю все веточкой укропа стебельком, чтобы цветок не раскрылся. И вот этот край еще подрезаю. Сейчас я выкладываю мясо в большую форму. Безусловно, холодец вы можете украшать так, как нравится вам. Сверху все заливаю бульоном. И тарелку с холодцом я отправляю также в холодильник. Для того, чтобы он застыл, ему понадобится примерно 5-6 часов. Я оставляю его в холодильнике на ночь. И вот такой красивый холодец получился в большой тарелке. И сейчас я покажу, как очень легко извлечь холодец из пиалки. Опускаю чашку буквально на несколько секунд в горячую воду. Накрываю сверху тарелочкой и переворачиваю. Какая красота получилась! Так все классно застыло. Конечно, холодец лучше подавать с хреном или с горчицей. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Надеюсь, он вам также понравится. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях.
Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!